Приветствую всех! Сегодня я расскажу про многонациональное государство Боливия, расположенное в центральной части Южной Америки. Приятного просмотра! На севере и северо-востоке Боливия граничит с Бразилией, на юго-востоке с Парагваем, на юге с Аргентиной, на юго-западе и западе с Чили и Перу. Как и Парагвай, не имеет выхода к морю. От Тихого океана Боливию отделяет всего около 100 километров. Получила независимость в 1825 году от Испании. Площадь Боливии составляет 1 миллион 98 тысяч квадратных километров, по размерам чуть меньше Эфиопии. Население 11,5 миллионов человек, примерно столько же в Бельгии. Валюта – боливиано. Боливия – слаборазвитое аграрное государство. Больше половины всего населения живет за чертой бедности. При этом обладает вторыми по величине запасами природного газа в Южной Америке, после Венесуэлы. Основа экспорта – природный газ, цинковая руда и золото. Страна занимает первое место в мире по количеству официальных государственных языков. Их 37. Не вижу большого смысла перечислять все, назову основные. На испанском языке говорит примерно 60% населения, 20% на кечуа и 15% аймара. Здравоохранение находится на очень низком уровне, в стране распространено недоедание. Столица – Сукре, с населением в 300 тысяч. Но несмотря на такой статус этого города, большинство правительственных учреждений страны находится в Ла-Пасе, и в нем же проживает почти 2 миллиона человек. Он фактически выполняет функцию столицы. Резиденция президента также находится здесь. По размерам соизмерим с Оренбургом. Из-за высокогорного расположения города, а это немалые 3600 метров, климат в Ла-Пасе прохладный. Среднемесячная температура с самого теплого месяца, ноябрь, составляет около плюс 10. Самого холодного июля – плюс 4. Из-за высокогорного положения и низких широт в городе один из высочайших уровней ультрафиолетового излучения в мире, чему также способствует меньшая толщина озонового слоя и продолжительное солнечное сияние. Осадка выпадает примерно 600 мм в год. В Ла-Пасе находится крупнейшая в мире городская сеть канатных дорог, называется «Моя кабинка». Единственная такая система в мире, которая стала не дополнением к существующей транспортной инфраструктуре, а ее основой, состоит из 10 линий общей длиной 30 км. И строительство продолжается. В 2018 году запустили фиолетовую линию самой высокогорной станции канатной дороги в мире, расположенной на высоте 4100 метров. Так что для любителей такого вида передвижения это, пожалуй, лучшее место на планете. Аэропорт Эль-Альто является одним из самых высокорасположенных международных аэропортов в мире – 4061 метр над уровнем моря. Некоторые пассажиры при посадке и выходе из самолета ощущают резкое падение давления. Следующий с небольшим отрывом по населению будет город Санта-Крус-де-ла-Сьерра – 1,5 миллиона человек. Долгое время был самым населенным городом страны. Климат тропический, саванный, среднегодовой температурой плюс 24 и осадков 900 мм. И закроет первую тройку Эль-Альто, самый высокорасположенный мегаполис мира с населением 1,1 миллион. Лежит на высоте 3850 метров, климат горный, умеренный, с сильными ветрами, среднегодовая температура плюс 7. Один из беднейших городов Америки. 70% жителей живут в бедности, 90% населения неграмотны, часто ощущается нехватка питьевой воды из-за малой мощности городского водопровода. Происходят также перебои со снабжением электроэнергией. Пару слов о местной кухне. Думаю, многим известно, что родина картофеля – Южная Америка. Введение картофеля в культуру было начато именно здесь, в Боливии. Тут ее много видов. Соответственно, он здесь очень популярен, так же как киноа и бобы. Что касается завтрака, большинство боливийцев начинают свой день просто с черного кофе и хлеба. Обычно главный прием пищи – обед. И он довольно длителен, включает суп, основное блюдо, например, картофель с курицей, десерт и черный чай с печеньем Мария. На десерт часто фрукты – бананы, гуава, маракуйя, тамарилла. Ужин легкий. Затрону несколько популярных блюд. Фрикасе – традиционный суп боливийской кухни, приготовленный из мяса, мамалыги, картофеля и острых специй. Пике мачо – состоит из говядины, картофеля, яиц, горчицы и майонеза. Также острое блюдо. Порции обычно огромных размеров. Сальтенья – несладкие пирожки с начинкой из мяса, с остро-сладким соусом, содержащим оливки, изюм и картофель. Также есть вегетарианские варианты. Обычно ее начинают продавать рано утром, популярные на завтрак. Сильпанчо, как правило, состоит из слоя риса, затем картофеля.
тонкий слой мяса и слой помидоров, а сверху посыпается смесью из лука, свеклы, зелени и яиц. После сытного обеда можно прогуляться и в горы. Самой высокой вершиной Боливии является потухший стратовулкан Сахаама – 6542 метра. Вечное оледенение начинается с 6000 метров. Ниже присутствует скудная полупустынная растительность. Впервые пик был покорен в августе 1939 года. Немногим ниже будет гора Ильямани – 6439 метров. Ильямани прекрасно виден из Эль-Альто и Ла-Паса, являясь достопримечательностью и одним из символов этих городов. Гора известна новогодней катастрофой 1 января 1985 года. Это было высочайшее столкновение самолета с землей, проще говоря, самое высокое на земле место авиакатастрофы, около 6000 метров. Никто не выжил. И с еще меньшим разрывом по высоте третья вершина Анкоума – 6427 метров, расположена в горной системе центральных Анд. Поскольку по территории страны протекают такие реки-гиганты, как Амазонка и Парагвай, о которых я уже рассказывал в других видео, дабы не повторяться, затрону другие не менее интересные, о которых не упоминалось ранее. Крупнейший приток Амазонки – Мадейра, длиной 3352 км. Участок реки, протяженностью около 100 км, представляет собой государственную границу между Боливией и Бразилией. Сезонные колебания уровня воды достигают 12 метров. Течет по амазонским джунглям. Бени – река в северной части Боливии, левая составляющая Мадейры. Точная длина неизвестна, примерно 1500 км. Максимальная глубина 20 метров и ширина в километр. На берегах реки в 1981 году разворачиваются события автобиографического романа «Джунгли», невероятная и подлинная история выживания Йоси Гинзберга и последующая его киноадаптация в 2017 году фильма «Джунгли». Довольно неплохой фильм, рекомендую. А вот третья в нашем списке не такая длинная – Чапары, всего 278 километров. Как и Бень, находится полностью на территории Боливии. По традиции, если были реки, обязаны быть и озера. Возможно, кто-то уже догадался, какое озеро будет первым. Самое большое по запасам пресной воды и второе по площади поверхности в Южной Америке, хотя по некоторым данным даже первое. А также одно из высочайших в мире судоходных озер. Конечно же, это Титикака. Находится на границе Перу и Боливии, расположенный на высоте 3812 метров, имеет площадь 8372 квадратных километров и наибольшую глубину в 281 метр. Вокруг озера и на островах находится множество поселений народов Аймара и Кечуа. Часть населения живет на плавучих тростниковых островах Урос. Температура воды в середине озера неизменна, примерно 10-12 градусов. У берегов иногда ночью замерзает. В озеро впадает более 300 рек, а вытекает всего одна – Десагуадера. Ихтиофауна и водные растения озера довольно бедны. Также в Боливии находится уникальный солончак Уюни на высоте около 3650 метров, имея площадь в 10 500 квадратных километров, что делает его крупнейшим солончаком в мире. Внутренняя часть покрыта слоем поваренной соли толщиной до 8 метров. Во время сезона дождей солончак покрывается тонким слоем воды и превращается в самую большую в мире зеркальную поверхность. Имеет два острова – Инкауаси и Пескадо. Солончак Уюни содержит запас в 10 миллиардов тонн соли и около 100 миллионов тонн лития, что составляет примерно половину всех мировых запасов. Каждый год в ноябре на солончак Уюни прилетают на размножение 3 вида южноамериканских фламинго – чилийский фламинго, андский фламинго и фламинго Джеймса. Местная достопримечательность – кладбище паровозов, находящееся возле путей железной дороги из Антофагасты в Боливию, в 3 километрах от города Уюни. Сейчас работает программа по созданию из кладбища музея под открытым небом. На плато Альтиплано расположено бесточное озеро Каньяпа на высоте 4134 метра. Средняя температура региона около плюс 11. Еще одно озеро Вандах, Лагуна Верде. Изумрудно-зеленый цвет обусловлен высоким содержанием минералов магния, карбоната кальция, свинца и мышьяка. На вершине расположенного рядом вулкана Ликанкабур был зарегистрирован рекордный за всю историю наблюдений уровень ультрафиолетового излучения на поверхности Земли. УФ-индекс в этой зоне равен 26. На вершине вулкана Ликанкабур в 2003 году
В течение 60 дней ультрафиолетовый индекс составлял 43. Недалеко от границы с Чили находится минеральное озеро Лагуна Колорадо. Красно-бурый цвет воды обусловлен осадочными породами, а также пигментацией некоторых произрастающих там водорослей. В озере можно обнаружить островки из буры. Сейчас речь пойдет о других особо примечательных местах. Гора Серра-Рика в Андах. Но примечательна она не как вершина, а скорее место с ужасной историей. Во времена Испанской империи здесь добывалось огромное количество серебра. 85% серебра, добытого в центральных Андах, было добыто в Серра-Рика. Считается самым богатым источником в истории человечества. Применявшиеся на протяжении столетий методы добычи серьезно навредили местной экологии. Из-за плохих условий труда продолжительность жизни горняков была до 40 лет. Среди рабочих были очень частые случаи отравления ртутью. В конечном итоге считается, что в этих шахтах погибло не менее 1 миллиона человек. По другим источникам до 8 миллионов. И стало известно как гора, поедающая людей. А в 2011 году в склоне горы образовалась воронка, которую пришлось залить сверхлегким цементом. Гора также продолжает спускаться на несколько сантиметров каждый год. Еще одно опасное место в Боливии – дорога смерти. Дорога, соединяющая боливийские города Ла-Пас и Коройка, является одной из самых опасных дорог в мире. В месяц срываются в пропасть примерно 2 машины. Ежегодно на трассе погибает от 200 до 300 человек. Официальное название – Камино Лос Юнгас. Было построено в 1930-х годах. Поднимается примерно на высоту 4650 метров. Общая протяженность маршрута 56 километров. Ее средняя ширина около 3 метров. А теперь представьте, каково там в сезон дождей, частые туманы, вода размывает покрытие. Угрозу также представляют камнепады. В 2006 году была открыта новая дорога между Ла-Пасом и Коройко, а это означает, что значение старой уменьшилось. Дорога смерти в наши дни все реже используется среди местных водителей, но продолжает оставаться популярным местом у туристов, несмотря на частые гибели. А теперь давайте перейдем к более позитивным локациям. Например, Тиуанака. Древний город, центр одноименной андской цивилизации. Находится в 15 километрах от южного берега озера Титикака. Был основан примерно в 100 году нашей эры. Также Пума-Пунку – мегалитический ритуальный комплекс строений, расположенный рядом. Применение методов сейсморазведки позволило установить, что в радиусе 1 километра от комплекса имеются скрытые под землей остатки различных строений, мостовых и даже водопроводов. Палеонтологический памятник Келорка – это самое крупное в мире скопление следов динозавров, в котором обнаружено от 5 до 10 тысяч следов, образующие 464 окаменевшие тропы, по крайней мере 15 видов динозавров. Это место свидетельствует о большом разнообразии динозавров лучше, чем где-либо в мире. Калорка расположен в 5 километрах к востоку от города Сукре, и добраться до него довольно просто. Статуя Иисуса Христа Кристо де ла Конкордия, расположенная на холме Сан-Педро в Кочамбамбе. Общая высота 40 метров, что делает ее самой высокой в южном полушарии. Она на 2 метра выше статуи Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро. К ней можно доехать на автобусе, канатной дороге или подняться по лестнице в 2000 ступеней. Помните в Чили лунную долину? Так вот Боливия тоже может похвастаться Валье де ла Луна. Но это не совсем долина, а лабиринт каньонов и гигантских шпилей. Образовалась в результате постоянной эрозии гор под воздействием сильных ветров и атмосферных осадков. Одной из особенностей является переход рельефной поверхности от чисто бежевых тонов до участка красного и темно-фиолетового цвета. Это связано с различием в минеральном составе между каждой отдельной частью. Долина находится в 10 километрах от города Ла-Пас, так что до нее тоже добраться не составляет труда. Потихоньку подбираемся все ближе к природе, и на очереди национальный парк Ноэль Кемп Меркадо. Территория парка составляет почти 16 тысяч квадратных километров, что делает его одним из крупнейших парков во всем бассейне Амазонки. В 2000 году был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Климат влажный и тропический, со среднегодовым количеством осадков 1500 мм. А вот на территории западных кордильер расположен национальный парк Сахама площадью в 1000 квадратных километров. Ландшафт парка типичен для этого региона Анд.
Высота колеблется от 4 до 6,5 тысяч метров. На территории парка располагается покрытый снегом потухший вулкан Сахама, самая высокая гора в Боливии. У его подножья расположены термические источники и гейзеры. Одной из главных природных достопримечательностей Боливии является национальный парк Мадиди. Расположен в верховьях бассейна реки Амазонки. Основан в 1995 году и имеет площадь 19 тысяч квадратных километров. Мадиди считается одним из наиболее биологически разнообразным регионов планеты. Диапазон высот парка составляет более 5500 метров. Климат очень разнообразен, от минусовых температур в Андах до теплых тропиков в северной низменности с температурой в плюс 30 в среднем. В некоторых районах осадка выпадает более 5000 мм в год. На текущий момент в парке зарегистрировано более 5000 видов сосудистых растений. Обитает около 2000 видов позвоночных, 1200 птиц, 180 пресмыкающихся и около 300 видов рыб. Данные по численности, что я перечислил, являются очень примерными. Территория изучена плохо, и цифры могут сильно отличаться в большую сторону. Добраться до национального парка Мадиди можно из города Руранабаке, но стоит ли? Данное место, как ему подобные джунгли, является одним из самых опасных на планете. Если вы не хорошо подготовлены, я бы не рекомендовал к посещению. В парке опасно буквально все. Ядовитые растения, огромное количество мух и прочих насекомых, способных отложить личинки на теле человека или даже под кожу. Заметить это будет первое время крайне проблематично. Насекомые постоянно лезут в уши или глаза. С пищей или с водой можно легко подхватить червей и паразитов. Банальное прикосновение к растению или насекомому может иметь тяжелые последствия. Это место, где невозможно просто сесть и расслабиться. Для инсектофобов это настоящий зеленый ад. К счастью, здесь со мной вы в безопасности от всей той живности, о которой я сейчас расскажу. Как-то я уже упоминал про древолазов. Здесь они частые гости. Одни из самых ядовитых лягушек в мире. Предпочитают нижние ярусы дождевых тропических лесов. Питаются преимущественно муравьями и другими мелкими насекомыми и клещами. Поцелуйный клоп является кровососущим, переносчик болезни Шагаса с печальными последствиями для сердца. В джунглях также обитают трематоды, паразитические черви. В организм человека преимущественно проникают при купании, в водоеме, через кожу, слизистые или заглатывание. Обитают в венозной крови. При отсутствии своевременного лечения приводит к смерти. Муравей-пуля. Многие о них наслышаны. И их сильнейшим ядом, превосходящим по силе воздействия яд любой осы или пчелы. Длина тела до 25 мм. Муравейники располагаются у основания деревьев, но иногда и на деревьях. Люди, которые кусали данные муравьи, говорят, что это сильнейшая боль, что они испытывали в жизни. Фариды, насекомые длиной до 6 мм, которые способны развиваться в кишечнике. А в сухой траве обитают проницающие блохи, нападают на нее проходящего человека или животное. Любит внедряться под ногти, размером около 1 мм. Вызывает тяжелое кожное заболевание саркопсилез. Последствия укуса могут привести как к ампутации, так и к летальному исходу. Еще один опасный муравей – красный огненный. Ужаления очень болезненны и могут быть смертельно опасными. Размером до 6 мм муравьи чрезвычайно выносливы и приспособились бороться как с наводнениями, так и с засухой. Если, например, муравьи чувствуют повышение уровня воды в своих гнездах, они соединяются вместе и образуют шар или плод, который плавает с рабочими снаружи и королевой внутри. В результате нападения этих муравьев у некоторых птиц возрастают показатели смертности. Были случаи, когда в районах с высокой плотностью муравьев молодые птенцы вообще не доживали до взрослой жизни. Но и у них есть враги. Это пауки-волки, черная вдова и броненосцы. Как можно заметить, в джунглях также обитает всем известная черная вдова. Паук к человеку не агрессивен, нападает в крайнем случае, размером около 10 мм. Живет примерно год. Яд опасен, но далеко не всегда приводит к смерти. Чего не скажешь о другом нашем госте. Ктенит, или блуждающий паук, является самым ядовитым своего семейства. Яд вызывает потерю контроля мышц с последующей остановкой дыхания, моментально заражает лимфатическую систему. Попадание в кровеносную систему в 85% случаев приводит к отказу сердца. Также стоит отметить разнообразие летучих мышей, которые переносят бешенство, огромное количество москитов, переносчики лейшманиоза, малярии, желтой лихорадки, но и немало насекомых, откладывающих яйца под кожу человека или животного. А вот в местных реках обитает кандиру, рыбка, 5-10 см длиной, угревидной формы и почти прозрачна.
Паразитирует на другой рыбе, питаясь кровью, отсюда второе название – бразильский вампир. Среди местного населения есть информация, что рыба может заплыть в анальное отверстие, вагину или пенис и дойти до мочевого пузыря. Извлечь ее можно будет только хирургическим методом. Поскольку человек не является объектом питания, это может случиться только случайно. Куда большую опасность представляет лаксоцилес – род араниоморфных пауков. Яд опасен. Вызывает некроз большого участка кожи размером до 25 см. Крайне неприятной может быть встреча с гигантской скалопендрой. Размером она может быть более 40 см. Яд скалопендр хорошо сохраняется на холоде, но быстро разрушается при нагревании и под действием метилового спирта и крепких щелочей. У человека вызывает сильную боль от 2 часов до 2 дней. Также возможна лихорадка и слабость. Что касается более крупных представителей фауны, представляющих реальную угрозу, то их я выделю два. Ягуар, он же король джунглей, является третьим по размерам в мире из кошачьих, весом около 100 кг. Как и тигр, он неплохо плавает. Образ жизни одиночный, охотится в сумерках и на рассвете. Основа питания – капибара. Но также охотится на муравьедов и анаконд. Если кошку не провоцировать, она очень редко нападает. Человек для него скорее объект любопытства. За ним она может следовать довольно продолжительное время по джунглям. Вторым же будет черный кайман, и он представляет собой куда большую угрозу. Является одной из крупнейших современных рептилий, длиной около 4 метров. Ранее считались хищниками, но изучение пищеварительных ферментов показало, что они очень хорошо переваривают растительную пищу. Изучен достаточно слабо. Нападения на людей периодически случаются и частенько приводят к летальным исходам. Единственный другой хищник, представляющий угрозу для взрослого черного каймана, это ягуар. Не стоит забывать, что в Боливии немалое количество опасных змей. Все не перечислить, но назову основные. Батропсы. Змеи семейства гадюковых. Длина до 2,5 метров. Хоть змея и не агрессивна, на нее приходится большинство человеческих смертей во всей Южной Америке. При укусе возникает огромное количество симптомов. В конечном итоге смерть является результатом гипотонии. Южноамериканская коралловая змея, до метра в длину, ведет ночной наземный образ жизни, не агрессивно, но нападает, защищаясь. Яд вызывает сильную и необратимую нервно-мышечную блокаду. Коралловый аспид, длина также около метра, очень хорошо плавает, не агрессивно, в случае беспокойства поднимает хвост, обладает мощным нейротоксичным ядом, парализующим дыхательную систему. Симптомы укуса проявляются через 5-10 минут. Надо понимать, что в джунглях еще полно других опасностей. Благодаря местному климату все буквально кишит самыми разными насекомыми и ядовитыми растениями. Так что если будете путешествовать, помните об этом, и возможно кому-то данная здесь информация будет очень полезна. Спасибо за просмотр, всего вам наилучшего.